Красавцы расцвели, красавцы. Ой, а вот этот надо будет вытащить его, поставить на стол и там полить, чтобы там осталась водичка. Слушайте, обломался у меня, проходи. Отломался у меня цветонос все-таки здесь, обломился. Пришлось его привязать. Я думала, он завянет. Не, нормально. Наливай. Ты там видишь, да? Да. Ага. Вот тут видно столько водички, и туда водички. Вот это вот, конечно, красота. Ну, жалко, что сейчас уже жарко, и все подцветает. Просто супер. У нас тут перестановочка небольшая. Желтенькие все-таки красиво смотрятся. И хотела показать вам еще насчет, меня спрашивают, что делать с сапфиром. У многих желтит листья. Девочки, у меня зеленый кустик у сапфира. Но сначала, как и у вас, он тоже был желтый, пока я его не поместила в закрытую систему. Именно вот в закрытой системе, вот так, видите, внизу керамзит, потом кора, потом мох, серамиса немножко. Он начал хорошо растить корни. Он сначала корней нарастил, полный горшок, потом он уже начал цвести. Ну, цвел он всегда, но вот сейчас, смотрите, эта гроздь отцветает, а эта гроздь новая формируется. Вот такой красавчик. Мы с вами видели только начало, когда он распускал свои вот эти цветочки и формировал, только второй цветонос начинал. А теперь вот, к сожалению, не одновременно, но все-таки идет отцветание этого. Я хотела, чтобы одновременно две гроздочки, но не получилось, как-то так. И, в общем-то, у меня он неплохо себя чувствует без желтизны, вот в такой закрытой системе. Наливаем водички, там сантиметра на 2-3, и он спокойно пьет и хорошо выглядит. Не знаю, мне показалось, что он любитель попить. И вот, кстати, у хатуюки вот такая вот непонятка, желтит лист, буду снимать, но там этот лист пробит большим количеством корней. В общем, полив идет вот этой красоты. И вот, конечно, непонятно почему Бухарест, Будапешт начал скидывать цветы. Хотела тоже красивую гроздь, но не вышло. Очень красивый венецианский, тут в полном распуске, красавчик, любимчик. В общем, все прекрасные. Рассматриваю гигантею. Мы здесь переставили самый низ, те, которые не цветут. Нижняя полочка уже теперь с отцветашками или с теми, кто не цвел. И вот моя гигантея тут среди всех. Это гигантея желтенькая, по-моему, Альба. Да, Альба. Нет, это белая. Ну, чтобы она зацвела, вы же понимаете, сколько надо терпения и сил. Ну, радует то, что она не пересаживалась она еще, что она вот так охотненько начала растить корешки. Видите, адаптировалась. Очень долго адаптировалась, и наконец-то она показала рост и листиков, и корней. Вот так выглядит гигантея подрощенная в размере 2,5. Ну, самый смак — это когда ты ее зацветешь. Это считается высший пилотаж в архолюбстве. Я не знаю, на каком году жизни она зацветет и в каком размере. Ну, судя по тому, что это гигантея, у нее должны быть огромные лапистые листья. Ну, посмотрим. Ой, тут прям такая оранжерея. Ну вот, отцветает сангвинелла. Такая красивая была. Вот так она, видите, становится вот такой. Была матовая, теперь вот такая становится. Всего лишь один бутончик у нее был. А может быть, здесь что-то будет еще. Возможно. Возможно. Скинула лист OX Мадонна один. Я вам рассказывала, здесь пожелтел. Вот что-то следующий пошел желтеть. Непонятно. Вроде хороший корневой рост. И здесь неплохие листики. Не могу понять, этот уже растет, лист новый не растет. Возможно, и растет. Что-то она вот так
рясно процвела, но листики пожелтела. Шампанскому достаточно водички. Вот так я ему оставляю. И вот не делаю так, чтобы весь ком был мокрый, чтобы корни у него, не дай бог, не начали гнить. Он такой и очень интересный, очень такой мальчик. А, ну и этот еще. Хотя здесь я смотрю, он в принципе влажноват, да? Ну посмотри. Ну чуть-чуть ему дай. Чуть-чуть. Вот так вот. Тоже так вот где-то нальется. Будет хорошо. Лимоши красота. Наверху самое такое цветущее великолепие. Ну и вторая полка еще держится. Вот даже доращивает. Алюра. Алюра доращивает. У Алюры что-то вот такие все мелкие в основном цветочки. Что-то они любят вот такую мелкашку. Это тоже мелкашка. Но эту, я думаю, надо будет привикуром пролить, потому что что-то не нравится мне ее состояние. Может быть, после привикура, магникура у нас еще называется, дела пойдут лучше. И этот красавец тоже. Моя первая орхидея тоже уже отцветает. Может вообще срезать этот цветонос. Что вот это вот уже, чем тут любоваться? Можно, в принципе, и срезать. И ей легче будет. И нам не смотреть вот на эти тряпочки. Не знаю, кому не нравится такая красота. Мне очень нравится черри-бум, бабочка. Такая прям симпотная. Как она может не всем нравиться, не знаю. Посмотрите, какая долго держит цветы. Великолепная красотка. Да, не все красотки. На этой полочке еще все цветут. И некоторые даже доращивают свои бутончики. Вот это тоже, смотрите, какая нежная. Ой, уже все. Ты уже закрываешь ставни. Жалко. Жалко. Вот всегда, когда доращивает, начинает первые цветочки закрывать. Ну вот Ирен Добкин до сих пор цветет. Такой букетик классненький. Но мне кажется, она вот без камеры симпатичнее намного, ярче. Биглипчик. Думала, что быстренько вот этот вот цветочек сбросит. Нет. Спиннер. Все любят сейчас спиннеры. За ними охотятся. Калейдоскоп, в частности, спиннер. Белый какой-то спиннер еще появился. И мне кажется, что в следующем сезоне появится новый гибрид спиннер пилори, какой-нибудь спиннер бабочка. Представляете, вот спиннер, и там такие защипчики. Вот мне просто интересно, какой будет новый тренд в следующих сезонах. Развернули адурию, потому что стояла обратной стороной, как бы я ее повернула листьями к свету. Ну, не было видно цветочков. Цветочки уже месяц цветут и до сих пор ароматные. Удивительно. Вот здесь у меня открылся красавчик, похожий на Table Masterpiece. И он, когда один, он большой, видите? А когда их много, то он такой маленький, мелкий. Ой, какой красавец. Он тоже ароматит. Прикольный. Эта красота начала пахнуть. Наконец-то. То стояла и не хотела. Дело в том, что когда на солнышке была, она у меня пахла, ароматила вовсю с первых дней. Ну так мне кажется. А под искусственным освещением не сильно и хочет. Где какая красивая. Набралась уже яркости. Одна из тех немногих орхидей, которая открывает бутоны не яркими, а потом со временем цвет становится яркий-яркий. Так, на удивление, вот эти вот красотки тоже держатся еще. И вот этот рандини, ласточка, который тоже, смотрите, еще два бутончика, два цветочка. Ну вот Wedding Dress уже все отцветает. Начал сыпаться вот этот красавчик Льюис. Как он? Ой, забыла. Льюис Трипринц. И у него, смотрите, он когда отцветает, нету его оранжевого язычка. Язычок становится бледно-розовый. Вот так вот. А был ярко-оранжевый. А обыдно, ну а что сделаешь? Так, ягуарчик тут вот. Подарочек мой из Киева. Спасибо, Галина. Все нормально, но тоже уже отцветает.
Да, ну что ж, не все вечно. Панда продолжает радовать своими красивыми букетами. Видела недавно панду-бабочку на одном из видео. У Ирины, по-моему, из Киева. Панда-бабочка. Какая она красивая вообще. Невероятно. Так, смотрите, это мой Руби Даймонд. Он еще молодцом. И пахнет такими какими-то специями. У него такие два цветочка в разные стороны. Ну ничего. Красавчик. Лаковый. Прям вау-вау. Вот, казалось бы, два цветочка, но какие плотные, лаковые. Мощнущие. Мощнущие. Тут внизу особо уже ничего не осталось. Единственная моя любимка вот такая вот. Сара Бразе Голд на Happy Eagle. По-моему, так она называется. Пахнет очень вкусно. Ароматными какими-то фруктами. И вот этот. Никогда не думала, что Big Lip Zebra такой на самом деле симпатичный. Интересный такой. Так, в общем-то, туда-сюда. И полив уже будет завершен на этих двух стеллажах. Думаю, что дней на 10, на недельку хватит этой влаги. Но я еще удобрения немножко добавила. Такой, знаете, они же уже отцветают. Чуть-чуть минералочки. Димоша. Димоша. Димоша у нас кушает веточки. Ты съела веточку от фруктовых деревьев? Там, где почечки. Да? Вкусно? Ой, как вкусно. Безобразница. Яблочки кушает. Кстати, вчера я ей давала этот салат, лист салата. Ну, она не сильно. Вот веточка как-то больше зашла от вишни. А вот салат как-то не очень. Наверное, куча нитратов там. Она так попробовала неохотно. Девочки, сейчас мы еще придем сюда учиться поливать. Ой, здесь вообще жара, тут быстро вообще пересыхает. Но пока еще влажные. Возможно, что сегодня я только полью вот эту полку. Хотя этот мокрый красавчик. Вот они тут все обработаны у меня. Ну вот эта полка сухая. Будем учиться поливать вот в таких вот азиатских посадках. Ну вот они уже сухие и легкие. Слушайте, это трава, конечно, у меня везде. Что-то у нас потеплело, и все делают ремонт. Вот этот уже легкий. Хотя это еще не критично. Видите, ну так трогаешь мох, он уже тарахтит. Красавец, красавец. Надо поливать, потому что еще бутоны раскрывает. Надо поливать. Здесь, вижу, пересохло уже вообще. В общем, главное малышню полить. Боже, на весну столько пересадок. Вот эта полка, прям вот эта вся малышня, это все пересадки. Вот эта пересадка тоже. Девочки, это Sunmite. Такие синие красивые. Но это еще мокрая. Уже корней рост начался. И вот как ее можно трогать сейчас, если у нас формируются такие вот цветоносики, бутончики. Еще рано. Мы не будем трогать. Отцветет тогда. Хотя можно просто перевалочкой разрезать этот горшочек или подпихнуть, избавить от вот этого кома, этот ком поставить в горшочек, обложить корой. Я так сделала вот с этим вот красавцем, с хоткисом. Там кто-то из Голландии, подождите, нет, не из Голландии, не знаю откуда, кто-то написал, что ваш хоткис, ну это же у меня уже второй хоткис, что типа замучились уже с ним. Да, но это вот такой сорт, у меня был голландский, не выжил, долго я с ним мучилась, а это азиатский, я его прям вот так вот мох вытянула, поставила и по бокам корой обложила. Сильно с ним не церемонилась, не знаю. Ну, надеюсь, что все будет хорошо. Ой, мы ж не отсюда, извиняюсь. Мы с этого этажа. Тоже так тягала, и отпал бутон. Нашла его на полу, жалко. Эти политы, Света полита, в общем. Слушайте, второй бутон жду. Кружева никак
не откроют вторую. Ну вот уже расщелкивает. Ну красивая, красивая. В общем, сейчас будем здесь поливать. Так, девочки, смотрю, что у меня на весну очень много работы. Столько пересадок, что аж страшно. Муж говорит, обязательно посади в такие горшочки. Ему понравилось поливать вот в таких горшочках. Так что майте на увазе. Потому что вот я его рассказываю, как поливать. И здесь просто наливаешь, и вот чтобы вот до сюда была водичка оставалась. Сейчас я вам покажу, куда я поливалку делаю. Я уже говорю, ладно, ты 2 стеллажа полил уже. Да я сидрею японику свою поливаю. Но это не ее цвет, это рядом с ней этот Pink Galaxy. В общем, наливаю вот так, видите, чтобы вот было прям вот полное вот это блюдце. Начнет выливаться, значит стоп. Так что все не так сложно, как кажется. Вот, и там внизу уже корешочки, они пьют, видите? Вот так. Вон набирается блюдце. Я думаю, на недельку хватит этого полива. Если не будет вообще, не станет погода пасмурной. Так, тут у меня с привикуром этот красавчик полит, поэтому я его поливать не буду. Он еще мокрый, мокрющий. Давайте глянем на него. Какой совесть. Девочки, говорит, Аня, обрезай. Девочки, вот я поставила палочку ему. Он у меня... О, а ну что, корешок пробивается после топсина. А ну, девочки, стойте. Это ж сколько? Дня 4-5 назад я топсинила. Вот, смотрите, что-то начало пробиваться после обработки. Ну, сначала топсином обработала, а потом от вредителей получил он, а потом привикуром залила. Волокейшн, красавчик. Это моя тоже подарочная. Вроде простенькая, но такая хорошенькая вообще. Так она складывает хорошо, аккуратненько цветочки. Умничка. Так, сейчас подлезу сюда. Но они здесь, в принципе, еще не сильно и просохли, но так как я уезжаю, поэтому надо все-таки полить, чтобы неделю ребята мои не заглядывали. Такая этот красавчик. Тоже полью этого красавчика. Девочки, мы, конечно, чумазые после обработки санмайта, но мы цветем. Я в зале обработала. Думаю, до отъезда обработаю зал санмайтом от клещей. И здесь тоже немножечко оставалось, брызнула там на кухне одну майку, брызнула. И, в общем, короче, этих тоже обработала. Я знаю, что девчата ложат, добавляют, вернее, когда санмайт разводят, добавляют еще прилипатель. Мне его не было, я его никогда не покупала. В общем, не добавила. Вот так вот оно получается. Может, с прилипателем оно как-то равномернее. Но у меня вот постоянно, вот я раз в полгода прохожу с санмайтом. И вот у меня вот такое вот некрасивое стоит по 1,5 месяца. Потому что 6 недель надо постоять вот в таких вот пятнышках. Типа у вас побелка, идет ремонт. Девочки спрашивали меня, куда я там собралась. Куда я там еду. Девочки, ну куда я еду? Куда я могу ехать? Вот как вы думаете? Напишите, вот сейчас остановите видео, напишите, куда Архалюб может ехать с таким рвением и удовольствием. Девочки, еду в Дрезден. Автобус Одесса-Дрезден отправляется с Одесского центрального автовокзала. И мы с кузиной, короче, едем. Кузина не особый Архалюб, ее интересует поездка в плане того, чтобы там поглядеть на достопримечательности. Но мне нужно попасть на выставку орхидей. Это, знаете, как иди, знаю, как еще в жизни сложится. Может, это будет первая и последняя выставка. Но я надеюсь, что это не последняя выставка. Очень надеюсь. Тут же ходишь каждый день и не знаешь, что тебя через 5 минут ждет. Надеюсь, что до того момента, как мы отправимся на автобусе,
Все-таки мы выбрали автобус. Можно было доехать до Молдавии и полететь на самолете. Ну что там, мы выбрали автобус. Может быть, мы потом и пожалеем, я не знаю. Боже, Сога Лоуренс, это просто супер. Может быть, и пожалеем. Может быть, это будет для нас тяжело. Потому что мы едем аж до Хмельницка. А в Хмельницке у нас пересадка. Боже, я во всем показываю эту красоту. Ну, вот эти две, они меня просто так радуют, прям сводят с ума, красотки. В Хмельницке у нас пересадка в центре этой компании. Перевозчик. Как он называется? КЛФ или КЛР, забыла. В общем, попробуем, посмотрим. Надо с собой еще, девочки, покушать взять, как я люблю. Ну, курицу я запекать не буду, бутербродики. Короче, тут, кстати, растет у меня. Бутербродики, яичко сварить. Я думаю, вот паштетов может взять. Вот этих, знаете, которые плессировые. Ну, которые вот закрытые. Не те, которые вскрывать, а вот эти. Слушайте, вот видите, какой ростик классный, обалденный. Ну и, в общем, там орешков, всяких сухофруктов. Посмотрим. Так что, девочки, рассказала вам, куда я еду. Давно, еще месяц назад, забронировали отель недалеко от выставочного центра. Но потом пожалели, что мы сэкономили на стоимости. Надо было взять, чтобы был и холодильник, и как бы... Ну, не холодильник, а мини-бар. Мини-бар, чтобы было. Ну, утюжная доска, утюг нам не нужен. Чтобы чайник был. А мы взяли без особых удобств. О, тут же бутончики у нас еще, мы доращиваем. Хостелец сюда притащила, потому что Костя проращивает горох, и нету, там не было места. Он говорит, убирай это отсюда. Я говорю, хорошо. Так, это моя вот эта, что помните, упала. Она тоже вся, видите, в обработке. Упала вот она. А ну давайте посмотрим. Девочки там мне рассказывали про клей. Она не зажила. Она не срослась. Так и будет трещина. Ну ладно, пускай держится. Я так клей не купила, но уже поздно было. Вот этот, который в аптеке, биокрем, биоклей, который продается. Так, она вот у меня, там мне говорили, что она вас не выживет. Ну вот лист не выжил. Пока роста корней нет. Ой, да я тут белье у меня висит, не видно ничего. Пока роста корней я не вижу. Но она здесь и влажненько, вот корешки. Неплохо, тургор у нее есть. Мы с вами же давненько ее пересаживали. Единственное, что вот этот нижний лист зажелтило. Ну, не мудрено, не мудрено. Может, скоро даст уже здесь листик. Ну, пока, видимо, этот доращивает. Так неплохо. Кора, мох. Я потом перед отъездом ее полью. Я вообще все орхидеи перед отъездом пролью. И потом я буду просто звонить, и будем с мужем по видеосвязи или с сыном старшим. И, скорее всего, что с сыном, наверное. И они будут по чуть-чуть там, по моей указке, доливать чуть-чуть там. Потому что те, которые в мхе, конечно, это проблематично. Так что, девочки, вот так вот. Я в процессе подготовки к отъезду. Надеюсь, что у нас все получится и будет у нас вау впечатление от ВАУ выставки орхидей. Там много выставок в этом выставочном комплексе будут проходить, потому что это выставки, посвященные пасхальным дням, пасхальной неделе. Кстати, будет бал орхидей, по-моему, 28 числа с 7 вечера или с 6, по-моему, с 6 вечера до 23:00 с бокалом, в стоимость входит бокал вина. И там будет презентовать какой-то новый сорт, я так поняла, орхидеи. Но я не думаю, что это будет фаленопсис. Это, наверное, будет, может, какая-то орхидея другого вида. Какой-то, может, интересный гибрид. Но будет интересно посмотреть. Насчет того, что буду ли я везти оттуда орхидеи, девочки, я думаю, что не знаю. Я посмотрю, что там такого редкого будет. Но это, конечно, будет фаленопсис. Это не будет ни котлеи, никакие. Я не, ну, как-то с котлеями не очень. И ну, другие виды там, я так с ними знакомлюсь, но я не фанатею. Ну, фаленопсисы мое все пока что. Пока что так. Все, друзья мои, всех обнимаю. До новых встреч.